Всем привет! В этом уроке Procreate нарисуем осеннюю иллюстрацию с зонтом. Мой холст размером 2000 на 2000 пикселей и разрешением 300 dpi. Зонт удобно будет рисовать, используя направляющие в режиме вертикальная симметрия. Возьму кисть монолиния из каллиграфии. Позже на зонт я буду накладывать текстуру, поэтому разные части зонта мне удобнее будет рисовать на разных слоях. У слоя включаю рисование с привязкой. Создаю новый слой для задней части купола и помещаю его под другие слои. Включаю у слоя рисование с привязкой. Замыкаю контур и заливаю цветом. На новом слое линии обозначу поверхность, на которой будет находиться зонт. Выделю все слои зонта и с помощью трансформации положу его на поверхность. Отключу у слоя рисование с привязкой и нарисую спицы на дальней части купола. Текстуру на зонт я буду наносить шумной кистью из-под краски. Чтобы она не выходила за пределы изображения на слое, блокирую у слоя альфа-канал. Затемню некоторые участки. Перехожу на следующий слой, также блокирую у него альфа-канал и наношу текстуру. То же самое делаю у остальных слоев. У самого верхнего слоя я хочу избавиться от светлой каемки. Для этого на эту часть плотно накладываю текстуру цветом всего объекта. Добавляю светлые и темные участки. Зонт готов. Добавлю к нему капли дождя. Так как зонт у нас получился довольно абстрактным, дождь тоже будет носить условный характер. Думаю, 2 капель и 2 луж будет достаточно.
Подберу для иллюстрации цвет фона. Чтобы открытый зонт не пустовал просто так под дождем, спрячу под ним пёселя. Чтобы получить заливку отдельно от обводки, слой с обводкой назначаю референсом. На отдельном слое заливаю ее цветом. То же самое делаю у другого контура. Блокирую у слоев с заливками альфа-каналы, добавляю более светлый цвет. Чтобы использовать заливку на этом слое, нужно отключить референс. Объединяю контуры с их заливками и наношу текстуру шумной кистью. Перемещу пёселя за ручку зонта и подправлю места, которые мне не очень нравятся, с помощью пластики. Чтобы ее можно было использовать, нужно отключить у слоя блокировку альфа-канала. Вот такая осенняя иллюстрация получилась. Напишите, пожалуйста, в комментариях, какой вариант вам больше нравится. С одним зонтом или зонтом и собакой. На этом урок завершен. Буду рада, если он окажется для вас полезным и вы поддержите его пальчиком вверх. Те, кто не подписан на этот канал, подписывайтесь и нажимайте колокольчик, чтобы не пропустить следующие уроки, видео и обзоры приложений на iPad и для Android устройств. До новых встреч!